сегодня я очень рада, что я не одна буду в кадре, а вместе с нашим клиентом и партнером, с которым мы делали и продолжаем делать совместные проекты, но сегодня речь пойдет именно о его персональном проекте, о доме, который он купил и целиком делает сам. Адель, здравствуйте. Здравствуйте. Краткая предыстория. Мы с вами не были знакомы, мы познакомились только на почве инвест-партнерства. Да. Как вы на меня вышли? Кто-то порекомендовал или через интернет? Мне я работаю с человеком, он порекомендовал, он с вами как-то сотрудничал, звонил. Вот. Да, он порекомендовал, как бы после этого я зашел в ваши соцсети, посмотрел профиль, ну и принял для себя решение, что начну с вами сотрудничать. Почему выбрали именно этот дом для самостоятельного проекта? Прошу прощения, сразу поясню. Это довольно сложный проект, это очень большой дом. Он был страшно захламлен, и мы покажем как. И это действительно довольно такой серьезный шаг. Почему этот дом? Почему этот дом? Ну, у меня в России был опыт еще со строительством, я не боюсь и не боялся таких масштабных, грандиозных строек. Вот. И как-то посмотря видео, увидел в нем потенциал, вот, и заинтересовался. То есть до этого, конечно, профессионального флиппинга в России и в Америке у меня не было. Вот. А так бытовой, скажем так, много было опыта с ремонтом бытовым. Вот. И увидя потенциал хороший в нем, я как бы заинтересовался. Вы не видели этот дом до покупки? То есть Нет. только видео, фото, в общем, как в большинстве случаев происходит такого рода покупки. Что вы подумали, когда вы открыли дверь, уже будучи владельцем этого дома? Wow. Yeah. Когда я первый раз вошел в этот дом, конечно, я увидел очень много грязных, ненужных вещей. Вот. Очень было все захламлено. Люди обычные коробки, которые доставка привозилась и так далее, они не выкидывали, то есть все подряд оставалось в доме. У меня первая мысль, которая была в голове, наверное, какая-то болезнь была как бы у людей. Но после этого начали разгребаться в этом доме, очищать его, выносить мусор. Вот. Ну и, скажем так, посмотря каркас дома, стены, потолок, пол, я понял, что я не прогадал со сделкой, то есть сделка будет выгодной, потому что никаких существенных таких каких-то вложений я не увидел. Вот. Ну и как я в начале, на моменте принятия решения оценил этот дом, так у меня никаких подводных камней не всплыло, то есть так я и остался при своем мнении, что это выгодная покупка, выгодная сделка оказалась. Интересная деталь, что Адель делал и продолжает делать этот дом в ходе своего отпуска. Интересно, что живет Адель во Флориде. И когда большинство людей в зимний период уезжают во Флориду, он приехал сюда. И наткнулся на то, что здесь был самый холодный период этого года. Минус 20 градусов. Насколько было тяжело работать вот в этот минус 20 градусов? Как это вообще? То есть отразилось ли это на работах? Конечно, да. Я попутно с этим домом еще с братом в другой дом. Постоянно мы и материал привозили и так далее, сотрудничали с братом вместе. Вот. Каждый день я был на улице практически, не внутренние работы были, а именно вот снаружи. И, конечно, минус 20 очень было тяжело, но
была определенная цель. Вот. Я считаю, что выполнил цель. Все, что хотел, на данный момент я сделал, как бы. Сколько человек вам помогали? Один? В основном 3 человека. Всего лишь. Мгм. Да, 3 человека как бы работало. Вот. Где А, закупали материалы? Материалы обычно закупали Home Depot, Love's. Вот. Были какие-то сложности с доставкой? Потому что мы сейчас, например, столкнулись один раз. Ну, были какие-то задержки несущественные на день-два в доставке, но это все, скажем так, мелочи, которые не назовешь проблемой, а просто обычные жизненные моменты. Как вы решали вопрос с отоплением? Насколько я понимаю, в этом доме отопление было, и Да. это, в общем, большое спасение. Как я изначально сказал, у меня опыта в флиппинге не было, и я не знал, кому обратиться, чтобы подключили коммуникации, свет, отопление, газ. Вот, я обратился к вам, вы мне помогли. Ну, на самом деле, я скорее о другом, что хорошо, что в доме было, да, отопление. Это конечно. очень важный тоже момент при покупке. Конечно, да. да. Здесь это было немножко проще, чем когда совсем нету. Конечно, люди, коммуникация. да, приехали, установили счетчики газовые на электричество, вот, подключили это все за 1-2 дня, и все появилось в доме. То есть, Никаких как проблем не происходит, кстати, мы этот вопрос никогда не обсуждали, то есть при покупке дома новый собственник звонит, соответственно, в компании энергетическую, Да, газовую и обслуживающий. заключает новый договор, после чего ему, в принципе, обычно в течение суток подключают, если нету каких-то других предписаний, да, или там, например, там протечек газа и так далее, и опасности. Да, тут в этом плане в Америке бюрократии меньше, чем в России. В России это все очень сильно простянулось, а здесь я говорю, что до этого не было опыта в этом. Я представлял, все намного дольше затянется, но все произошло очень быстро и классно. Насколько ваш запланированный бюджет совпал с тем, что вы фактически потратили на данный момент, или он все-таки стал сильно больше? Не сильно больше, то есть мы планировали, выделили средств на ремонт определенную сумму, я не помню точно какую, вот, и может быть на процентов 10, максимум 20 от той суммы как бы будет немного больше, но это в стройке всегда предполагаемые непредвиденные расходы, они ты не можешь оценить сразу же, и они постоянно всплывают. Какая основная статья затрат с учетом захламленности здесь у вас получилась? Основная статья затрат, конечно, это рабочая сила. То есть рабочая сила. А так очень много, конечно, здесь сколько? 5 контейнеров было вывезено отсюда с мусором только. Теперь о самом доме. Он достаточно большой. Да, дом большой, как и все дома в районе. Он старой застройки, то есть там, начало 20 века. Вот. Дом 2000, чуть больше 2000 square feet, приблизительно чуть в районе 200 квадратов. Вот. Двухэтажный. Давайте пройдемте, я вам покажу конкретно, где что располагается. Гостиная, кухня. Важный элемент. Фортепиано оставили. Кладовая. Здесь мастер-бедрум, спальня. Здесь, наверное, что это, столовая? Нет, скорее гостиная.
Да, потому что это гостиная. И на втором этаже 3 спальни. Бесконечный дом. В общем, дом очень большой, 4 спальни, получается, да, еще какие-то дополнительные помещения. Расскажите, что сделали? Вот прям перечень работ. Да, из таких грандиозных работ сделали кровлю. Там несколько дней заняло, 2-3 дня люди приезжали, делали. Вот, сделали, ну, соответственно, гипсокартоном подшили потолок, сделали полы на кухне, вот, выровняли стены, где штукатурка уже отваливалась, убрали старую штукатурку, выровняли стену, положили новую, убрали старые обои, убрали карпет на полу, вот. Ну и снаружи крыльцо сделали, предкосметический ремонт закончен, то есть положили декоративную штукатурку, вот, нужно карпет закуплен, нужна покраска, в целом снаружи фасадные мелкие работы, вот, и финишно положить карпет и все, то есть, ну, конечно, сами санузлы, раковины установить, ну, это не такие большие работы, там день-два это все можно будет сделать. Я думаю, в течение 2 недель можно будет закончить полностью финиш этот проект. Мы с вами, по-моему, вначале говорили примерно про 2 месяца, да, на этот дом, потому что он больше, чем такой среднестатистический. Получилось уложиться в итоге в эти сроки? Или, ну, я понимаю, Да. что если с учетом ваших отъездов, приездов, то есть если вот просуммировать общую продолжительность работы. Я думаю, что если мы тут занимались вывозом мусора очень долго, если убрать вот это вот время, несколько, 2, кажется, или 3 недели только вычищали этот дом, если убрать это время, не брать его, а чисто ремонтные работы, то они заняли вот с 5 числа и по сегодняшний день, сегодня конец января, вот 25 дней, плюс еще 2 недели, итого будет где-то 40 дней. Конечно, да, полтора месяца можно уложиться, если плотно работать и делать. Насколько бюджет, опять же, мы говорим, не буду вас спрашивать про конкретные цифры, насколько бюджет около 20 тысяч за такой дом, он реалистичный, если работаешь, скажем так, сам, да, и участвуешь? Вы имеете в виду Бюджет на ремонт около бюджет на 20 ремонт? тысяч долларов, да. Ну, до 30 тысяч здесь точно можно уложиться, вот, не будет больше, может быть чуть меньше. Вот. И это я говорю с вывозом контейнеров, с вывозом мусора. Здесь 5 контейнеров было по $600 каждый, то есть там, практически $600. Вот, плюс работа людей, то есть они вот 2 недели только вывозили этот мусор, так что здесь очень много затрат было по вывозу мусора. А если не считать их, то в принципе где-то в 25 можно уложиться будет.
Скажите, пожалуйста, а как выглядит, кстати, вывоз мусора в США? Тоже не касались этой темы. Это очень важно при ремонтных работах. Как происходит процесс при ремонте? Вывоз мусора, ничего сложного, по крайней мере в Иллинойсе, в штате Иллинойс. Звонишь в компанию, которые предоставляют в рент сами баки. Не нужно не физически туда приезжать, оплачиваешь все электронно. Вот. Либо они сами деньги с карты с чарджа списывают. Вот. И все на следующий день, там, через день максимум, если вы попали на субботу-воскресенье, они привозят, дают бак в аренду на 7 дней. В течение 7 дней вы загружаете его. И через 7 дней они приезжают. Могут раньше приехать, если ты им отправишь заявку, что бак наполненный, готов к забору. Вот. Они могут раньше приехать, забрать и все, и привезти другой на смену. Ничего сложного нету. Все просто. Ну, я надеюсь, что в следующий раз мы увидим уже окончательный вариант дома. Обязательно заснимем. Обязательно. Да, это очень хочется посмотреть. А скажите, пожалуйста, после этого проекта вы будете продолжать заниматься флиппингом или рекомендовать его кому-то? Конечно, я в плане, что как второй доход, как у меня основная работа, и я хочу ее сделать как бы основной, то есть доходом, именно флиппинг. Вот. Я считаю, что у флиппинга большой потенциал, и если грамотно подходить к этой работе, то есть можно заработать неплохие деньги. Вот, конечно, думаю с вами продолжать сотрудничать. Я имею в виду про персональные проекты, то есть насколько тяжело дался, что хочется или не хочется этим дальше заниматься. Насчет персональных, скорее, я думаю, буду. Не так часто, но все равно. А так... Ну, вы большой молодец, на самом деле, вы действительно взялись, несмотря на погодные условия, когда можно чаще всего стройка говорит, ну извините, да, сейчас вы взялись и сделали ровно вот в течение этого января ровно тот объем работ, который хотели. Большой молодец. Да, это действительно очень некомфортно было и очень холодно. Да, как изначально сказал, главное настрой, моральный дух, а остальное все, в принципе, делается. А скажите, пожалуйста, теперь вы живете во Флориде, и вы сейчас некоторое время провели в Иллинойсе. Ну и где по ощущениям, во-первых, чем отличается, где комфортней? Для себя чисто мое сугубо субъективное мое мнение, выбор очевиден. Флорида для меня как бы штат номер 1. До этого я жил и в Нью-Йорке, вот, больше года. Во Флориде уже больше года, в Иллинойсе вот немного пожил. Конечно, жить классно во Флориде, но во Флориде немного тяжелее заниматься флиппингом, и я выбрал для себя решение приехать в тот штат, где полегче этим заниматься, вот, и начать заниматься с более легкого штата. Здесь довольно симпатичный участок и необычный помост, как это правильно называется, терраса. Да, но он довольно большой, редко, кстати, встречается, да, обычно они довольно такие традиционные, маленькие, но правда и работают много с ним. Да, мы планируем, мы еще, собственно говоря, не занимались участком, вот, то есть нужно вынести, сделать обрезку деревьев, вынести весь мусор, вот, дальше проверить доски, которые необходимо будет заменить, потому что некоторые доски уже гнилые, вот, ну и когда это будет облагорожено, будет смотреться, выкинуть вот эти вот старые качели, вот, и когда будет это все облагорожено, будет смотреться все намного лучше.
Участок 9000 сквер-фит, это порядка 8 соток. Если честно, думала, что Адель хочет продать этот дом прямо сейчас, в том виде, как есть, as is, как здесь принято, популярно. Но Адель мне сказала, что нет, что он хочет пройти целиком путь от покупки до продажи. Все верно? Все верно. Но при этом я предложила Аделю держать в голове вариант, что если поступит предложение стоящее, то, Почему наверное, бы и нет, вы да. готовы его рассмотреть. Так что предлагайте. И подписывайтесь на канал, так как в следующем выпуске мы будем смотреть следующий обзор очередного интересного дома в Америке.